Ну, выходим. Утро. 7 утра поехали. Дверь захлопнется. Захлопнется дверь, да. Держу. Средний взгляд. До свидания. Вот этот кулер. Там же уже не надо на ресепшн. Просто ключи оставить. Ну, ключ. А теперь легкая пробежка до остановки. Вот, все не так просто. Мы вышли, мы хотели ехать на одном. Оказалось, что трасса изменена, как они говорят. То есть изменена, в общем, отсутствует этот автобус, но теперь на этой остановке. Нам пришлось перебегать дорогу, идти на другую остановку, ехать. Думали на одном, оказалось на третьем уже номере автобуса. В общем, доехали. Теперь у нас пересадка. Это последняя пересадка. 175-й. Вот это сейчас на 175-м мы поедем уже до аэропорта. Да, целых 11 остановок. Все, мы доехали до аэропорта. Да, все. Ой. Но я выдержала, я не замерзла. Это хорошо. Тут уже тепло, значит, дальше будет, надеюсь, все лучше. Виталик только что меня огорчил, что погода вроде бы в Малаге поменялась на дождь. Надеюсь, что это будет очень такой лайтовый дождь. Ладно, смотрим. Малага вижу, да? 10-10? Да, Б. Малага, Ренаэр. Зона Б. Написано, что там плюс 16. Это гораздо лучше, чем здесь. Плюс 6 или даже 9. Сколько сейчас в Минске? Ой, в Минске, в Варшаве. Время? Нет, температура. Ты смотрел утром, когда проснулся? 6. Вот. А там 16. Правда лучше? Правда. Все. Идем. Так, прошли досмотр. Теперь смотрим, куда нам выходить, каким воротам. 10-10. Вон она, первая Малага. 34-е. Кстати, за эти 15 минут, что мы от входа в аэропорт, температура понизилась на 1,5 градуса в Малаге. Посмотрим. На градус. По-моему, там было 16,5. Может, не бывает, да? Значит, это у меня уже галлюцинация. Ладно, все. Так, наши ворота в эту сторону. Все, идем.
Кстати, на будущее надо, конечно, иметь в виду, что мы могли взять пустую бутылку, не выкидывать, и вот здесь бесплатно уже в зоне чистой набрать бесплатно воды. А мы не подумали. Ну, по крайней мере, я не знала. Виталик, наверное, задним умом силен. Что-то увидел. В общем, он увидел, он все замечает и сразу делает выводы. Ну и прекрасно. А почему мы говорим про водичку бесплатную? Потому что платная стоит 9 злотых, 11 злотых. Нет, подождите, 9 это чего? В чем? В злотых, да? 9, 11, 8 есть. Ну, в общем, стоит денег. С учетом 3,5, то есть больше $2 стоит вода. Вот так. Поэтому, да, имеет смысл. Заказали легкий завтрак. Кусочек, я думала, будет потолще. Ну ладно. В общем, я буду есть чизкейк, а Виталик будет есть мини-вариант шаурмы, кебабы. За максимальные деньги, да. Кофеек. Чашечки. Виталик взял аж 4, но, видимо, так на память. Взять с собой. Ладно. Приятного нам аппетита. Колу купили. Кола была 14 злотых. 14. Водичка где-то от 8 до 11. Пол-литровая бутылочка 14. Что сейчас у нас в программе? Все, Сейчас спускаемся. Посмотрели, ну, туалеты тут повсюду. Мы идем Ну, там тоже внизу будут. к воротам. Угу. Для бюджетных пассажиров эскалатор не предусмотрен. Я, как вы, тащите чемоданы. Там написано Малага. Там написано Малага, и все еще 15 градусов. За последние 15 минут температура не снизит. Но и не поднялась. Идем в автобус. Так, засовывайте. Есть ли тут наш? Не вижу. Ранее написано. Я думала, все синенькие, это надпись. Ой, полетел самолетик. Полетел. Наш. Сейчас какой-то плывет. Я вижу, хвост плывет. Наконец-то мы поехали к самолету. Вот там. Маленькая птичка прилетела.
Не, улетает. Катает. Пока все не выйдут. Это какая-то аттракцион дополнительный. Только выгружают чемоданы. Топливо привезли, я так понимаю. Да. Я так понимаю, мы еще не скоро уедем. Улетим. И не едем, и не стоим. Или двинулся. И дальше пошел разгружать. Вот как-то у нас такие странные движения, что у меня ощущение, что водитель нашего автобуса пошел договариваться, не возьмут ли на этот рейс. Ну, еще как бы не точно. Но вот вроде бы подходящий. Я их к этому самолету привез. Такого вроде не вижу. Смотри, смотрим, как кидают чемоданы. Поэтому следите за качеством покупаемой продукции. Нет, вот сейчас Не берите красивые. ТДМ. Но это еще ничего. Первый кинули так от души. Потому что он был застрял. Он мешал, его наказали. Все. Нет, еще не весь багажник. Будет, наверное, в обратную А. сторону. Что? Нет, там вон еще просто стоят несколько чемоданов, наверное, они не поместились в ту. Но это уже не будет. Или нет? Не очень понятно. Не, ну сейчас А, это может... загружать будет. Так, вот это похоже... С этой стороны как раз дверь откроется. Нет, там тут свой стиль, там Так, колеса есть, крылья есть, хвост есть. Поместился. Наши места. Я вас могу пропустить. Если будете снимать. Давайте вылетаем. На час позже все-таки вылетели. Ну, Залетаем. идем. Взлет.
Раньше. 3 часа 40 минут, 4. С ветерком, кстати. Без задержки. Ale ja nie chciałam. Nie, to nie ja. Nie tak. Nie ja. To dziadek. To ja cię bardzo. Dziadek, naprawdę I będziesz. Все рванули понятно куда. Мы уже немножко разделись. Тут 21 таки есть. Мы вышли. Нам туда. Ой. А мы слона-то мы и не заметили. Это какая-то реклама какая-то. У них такая реклама, и она заканчивается... Ну, это, я так понимаю, хамелеон, а не лягушка. Хотя не факт. Короче, вот такая тут система. Открываются. Вот сейчас, как назло, никто не идет. Пробовали с карточкой. То есть прикладываешь карточку, как в метро. Должны открыться дверцы. Сейчас мальчик идет. Посмотрим, как он. Опа, прошел. А у нас долго не получалось. Оказалось, что надо, ну, не знаю, надо было именно с мобильного телефона. Почему карточки не проходили, мобильный сработал. С теми же карточками. Ну вот, с мобильного сработало все. Ну, слава богу, все. Мы прошли, вышли с территории... Аэропорта идем на электричку. Идем на электричку. Отлично. Спускаемся в подземелье. Как в метро фактически. Семь минут? Сели. Ну что, мы вышли на поверхность. И сейчас у нас примерно 15 минут пешкадралом. Ну, можно на автобусе, но мы хотим уже, так как никуда не торопимся, пройти. Уже посмотреть чего-нибудь. Ну, ты типа знаешь, куда мы идем. По этой стороне, да? Какие женщины бегают. Так,
Как тут перейти? А, можно и здесь. Уносятся. А, и чайки вон летают. Так, хорошо. Давай я. А, там был лучший ракурс на фоне неба. Тут нет, с пальмами. Ну, наш первый променад к морю. Интересно было. Кто-то соблюдает правила, кто-то нет. Ой, горы. Ну вот. А, это туалет был, да? Ну ничего, кстати, хоть чистый. Запаха нет. И мусорки стоят, и запаха нет. Тоже хорошо. Там целые лежаки вон. Ну, может, это какие-то от ресторана, непонятно. Это платный. Самолетик взлетает или садится, не знаю. Но, судя по всему, взлетает. И вот море. А если бы еще некоторые посмотрели все-таки, как оно называется? Море. Море. Это хорошо. У меня бы так не получилось сесть. Песочек тут вот беленький, а потом переходит в гальку. Ну, тоже относительно мелкую, в принципе, тут можно вполне сесть. Что люди и делают. Сидят просто на каких-нибудь покрывалах. Что там эскалатор раскатывает, разгребает. А так... Домики вполне себе, как наши девятиэтажки и пятиэтажки. Ну, чуть-чуть получше. Ладно, походим, подышим воздухом морским. А, вот, хочется их поближе снять. Заглянуть им в глаза, что называется. Гуляет. Вот, ходит, гуляет. Он... А, так вот, это стайка. Смотри, смотри, сколько. Слушай, точно, мы на днях снимали, как эти галки, или кто там у нас, когда Маширова снимали. А тут примерно та же картина, только попугаи. Вот ходят такие деловые и цветочки обрубают. Класс, необычно. А, да, вот тут вот мне больше нравится, типа посидеть. Ну, можно смотреть на море, а не на порт. Вот, Ну да, вот как почему по голубей мне. такой окрасы маскируются на пляже? В смысле, такие пыльного цвета? Ага. Да, вот там вот ходит голубь, но хрен вы его увидите. Он больше по цвету на крысу похож, конечно. Ну, их же так и называют городскими. А вот тут вот место, и даже кто-то там спит. В спальнике, видимо.
А вот сейчас опять как это сказать, заворковали, это не назовешь. Мне звук этих голубей напоминает больше всего сов наших. Вот у нас так в лесу во время похода можно сов услышать ночью, как ухают, а у них... нет, у нас... А вот там, смотри, какая площадка. Тяжелоатлеты. Блин, действительно, это же не просто тренажерный зал, это конкретно они поднимают тяжести. Не слабо так, причем они именно тренируются, вот именно делать, как это называется, рывок. И женщины. Да, и дышат морским воздухом. Что такое Сан-Андреас? Сан-Андреас, ну ладно, потом посмотрим, что это. А вот они, знаменитые попугайчики. Еще вот у нас где-нибудь есть граффити воробьев? Я не видела. Ой, как мне нравятся эти... Я не знаю, они так растут, это же не специально так сделано. Так красиво получается узор ствола. Это же гончая. Да, такая изящная вся из себя лань. Небольшенькое кладбище катеров, я так понимаю, что это катера. Там уже какие-то кораблики виднеются. Вот. И горы на горизонте. Нам обещают дождь в 9 вечера. Сейчас по их времени получается без 28. Ну, трудно сказать. Сбудется, не будет. О, маяк. Мы идем к маяку. Что это, не знаем. То ли это плоды, то ли это что-то еще распускаться будет. Вот это магнолия? И это уже отцветшее, это вот будет бутон такой. Ну что, рано приехали? То есть, Нет, видите ли, разные. в Польше она уже отцветает, а тут еще... Просто разные сорта. Ой, это вот что, на ней такие корни? Ясно. Так, переход. Пришли, даже не знаю, что за здание, но что-то портовое, что-то вот это уже более старое, да. Ты где русалку увидел? Ну, эти цветочки мы такие видели. Это не редкость. Захоловать. Да. Вот там русалка, да. А кто разглядел уже? Гоняет. На фонтанчик или не фонтанчик? Нет. Нет, там есть какая-то, да. Она не работает. И немножко руки уже. Ну, она какая-то, да, и нос тоже. Вокруг деревьев петунии. Там вон стояли. Мы не заметили. Потому что значит не заметили? Мы пошли на эту сторону, а там надо куда идти, чтобы их заметить. Нам никто не мешает. Это и есть как бы центральный вход в порт, а там фонтан. Вот туда, то ли на обратном пути потом надо здесь пройти. И сеть золотая, Нептун. И явно, наверное, гостиница. Да, там надо посмотреть на это чудо природы. Но у нас есть цель. Вот. Ну как же я могла пройти мимо? Тем более очень красивые.
Ну, нет, я бы не стала приседать. Очень красивое выражение лиц. Мне нравится. Действительно лев. Вот так я себя и представляю. Так, ну что, снимите льва. Надо, чтобы он тоже смотрел в камеру. Виталик снимает меня, а я снимаю его. Наверное, кто-то высадился на берег. Идут. Какие там яхточки чьи-то. Сейчас посмотрим. То есть вот она набережная, да? Начинается. Смотрите. Вот мы дошли. Мы шли и дошли. Вот такой. Очень ничего так. А? Там будет через стекло. Да, наверняка. Можно подойти поближе. Парусник. Стоят прям друг за дружкой в ряд. А это да, такой в рабочем состоянии. Точно ходит. Посмотрим. Это тоже, кстати, парусник. Сейчас подойдем Наверное. поближе. Чего-то открывать какие-то. Не знаю, что это, но я понимаю, что там что-то есть. Ну вот, не знаю, ну посмотри, ну наверняка это что, зачем строить вот столько скелетов, если это не используется? Бывает. Паруса, но оно больше там. Ну больше, да, наверное. Махина такая. Вот и сувенирчики. Но это будет по завышенным ценам. Ну ладно. Финит. Что тут? А, это ароматы, сумочки, кошелечки. Дизайн Мадрида. Шарфики. Эти штучки вот это на пояс надевают.
евро. También es el color. Башечки миленькие. 20 евро юбочка. Там не поймешь, что 20 евро стоит. Ну, такие. Там кошелечек, кстати, сколько стоит кошелечки. 3 евро. Кошелечки за 3 евро. Ну, в Дрездене были, по-моему, что ли 5, я не помню, как-то там было покруче. Хотя тут кошелечки красивые. Что-нибудь можно брать. Кофточки. По 15 евро. Что? Народ там. Ну да. Кто на берег не пошел, там ресторанчик. Ну и там не один ресторанчик. Очечки. Одна пара за 20, две за 30 евро. Кофточки. Маечки. 12, 18. Без рукавочки. Так, бесхозная гитара. Ой, это, оказывается, так в каждой ячейке своей. Тоже пойдем снаружи. Как-то очень разукрашенные шоперы, слишком яркие. Хочется чуть-чуть поскромнее. Так, а стоят они 1 за 7, 2 за 12. Ну, кстати, ничего, еще цены, но только я пока не увидела. А? С сардинами. Ну да, но где я могу, кроме как в Малаге, с такими ходить? А вот, кстати, вот если про магнитики, он в виде веера. Вот если только взять это что-то. Вот веер это для меня. Чем тебе магнитик? Ну, кому-то. Вот на чашечку. 1 за 5 евро. Но, ну, если вам надо заменить свои потрепанные картонные на такую, это, конечно, гораздо. Уж не знаю, как долговечнее, но, по крайней мере, это, да, это согласна, это лучше, чем магнитик. Кубик впереди, он наверняка вечером светится. Это крыша центра Помпиду, музей их современного искусства. Но мы сейчас еще там какую-то штучку нашли, каракатица. Это во что может превратиться железный дровосек, если его долго держать в воде.
Выглядит это как-то так. У меня все равно почему-то ассоциация с железным дровосеком. Да, надо вечером еще погулять. Так это все светилось. Так. Это самая крепость там видится. Сейчас. Ну, там гора, и на горе крепость. Но тут же не скажешь, что это так все попадает. Там люди стоят, любуются на нас. Да, там точно он не на самом верху, смотровая площадка, с которой на нас смотрят. Хорошо. Вверху тоже сидят люди, отдыхают. Везде на втором этаже. И тут же рядышком аттракционы, боулинг, магазин. Это без этого никуда. Ну смотри, это сейчас у них, что мы говорили, 8. Да, только начинается. Поэтому тут идешь и хоть увидишь жизнь. Красиво. Колоритная девушка. Ну, да, ну, она как раз самая колоритная. Красотка. А, отсюда этот корабль, парусник типа, красиво уже виден. В смысле? Ты про что? Деревянный. Про тот старый? Ну, он тут теряется на фоне домов, а вот этот, конечно, отсюда очень выигрышно. Еще набережная, еще собаки бегают в цвет парусников. Видите, плитка мешает. Да, я ее понимаю. Папа все подпевала. Ну, потому что остро, о, как тут в корзиночке это выставили для красоты. Настоящая. Да, ну очень нравится этот вид. Я представляю это на закате, когда закат виден. Подожди, вот тут вот красивая штучка. Чтобы увидеть, надо сначала стать вот так. И есть апельсиновые деревья. С апельсинами. Не просто апельсиновые, а с апельсинами. Или это мандарины? Апельсин. Ну, как-то вот по вдавленности. Нет, да. Хотя, вот я не знаю. Я бы сказала, что это крупные мандарины. Точно. Вот там апельсин, шарики. Точно. Апельсин. А это может мандарин. В общем, не знаю, но мне кажется, что вот с этой стороны по форме это все-таки мандарины. Хотя вот я не вижу разницы в листьях. А, так и на входе был весь в мандаринах, апельсинах. И тут. А может их это прицепили, чтобы... Нет. Думаешь, настоящий? Хоть увидит. Да. Яхта Абрамовича. Яхта. Да. Крейсер Аврора. Мы уже скоро к маяку подойдем. Это про него говорили, по-моему, да? Что маяк девочка как бы. Уж не помню, в чем там фишка. Склонение. Склонение именно на испанском, да?
дошли до маяка, который у них девочка. Это, говорят, большая редкость. То есть Ла Фарола, может, это Фарола. Ну, в общем, короче говоря, у них склоняется, у них есть мужской род, женский род и в испанском. И маяки обычно мужского рода. А вот он один из 3, что ли, вообще в мире, по-моему, которые женского рода маяк. То есть это маяк девочка. Ну, если вы поняли, о чем я. Ой. Так, мы дошли до маяка. Закат сегодня, конечно, подпорчен немножко тучками. Пойдет дождь, не пойдет, непонятно, но небо как раз там, где вот где-то там солнце должно было садиться, оно не видно. Но видно все остальное, по крайней мере. В частности, вот Виталий Викторович тоже виден, снимающий. Там, наверное, спальный район. И дальше вот уже идут портовые все дела. Некрасивая сторона, как бы, не парадная. Рабочие будни в порту. Еще какой-то там ресторанчик явно вот на крыше. Ну, а мы идем дальше. Там вот вдали крепость, смотровые площадки, куда мы еще пойдем в другой день. На воробьев. Что? Звуки именно воробьев. Слышите? Мы нашли воробьиное дерево. В общем, их тут кишит, но это слышно по звуку. Мы-то думали, что тут попугаи везде, но нет. Банды воробьев тут тоже встречаются. Их не разглядеть особо. Ну да, вот я вижу там. Ветки шевелятся, это воробьи. И орут, как умалишенные. Так, мы выходим еще на одну набережную, не набережную, но набережную тоже. Пойдем посмотрим с этой стороны. Надпись «Молодых». Вот, наверное, вот там черненькая белеется. Или это мне кажется? Ну, может быть и нет. Ну, идем на поиски. Ощутите себя на курорте. Вот так мы обычно представляем по картинкам курортные города. Que se les ha facturado, que se les ha hecho, que se les ha... Как раз все эти буквы на фоне воды, они так и самая заметная картинка. Не знаю, пойдем мы туда или нет? Или есть там опять песок будет. Сейчас посмотрим, если получится полностью все буквы снять. Дошли до Малагеты. Наверное, это название пляжа. И мы тут. Идем в обратную сторону через старый город. Часа полтора еще идти. Не гарантирую, что дойду. Понесется на руках.
Я хочу к Нептуну дойти. Там вот красивое место, но это же очень еще далеко. А где фонтан? А, вот фонтанчик. Так, мы сейчас идем еще к фонтанчику. Еще пару современных домиков. Ну, не то чтобы современных, но, по крайней мере, в козырных местах расположены. Чудесный фонтанчик. Приятно. Что кабаки, рыбаки? Рыбаки поехали. Вот это? Мне рассказывали. И до 9 вечера пустые рестораны. Мгм. Никого нет. А уже в 9:30 все будет легко. Да? Ну, у них свой ритм жизни. И в 9 часов вечера начинается ужин. А заканчивается он примерно в 12. Современная архитектура. Ничего особенного нет на самом деле. Мне больше нравятся вот эти щелочки. Летрон. Салон. Просто салон. Не знаю, чего салон. И может и не узнаем. Фламенко. Гастрономия. Виктория. Ага. Что она делает? Центр Помпиду. Наверх поднимемся. Да, давай, надо наверх пройти. Там набережная видна. Даже не знаю, с какой стороны это надо обойти, чтобы что-нибудь увидеть. Там вот горы, дома и крепость с обзорной площадкой. А тут центр Помпиду. Как понимать, хочу хотя бы понимать, где у него. Ничего. А ничего ты не увидишь. Потому что это вот только, так сказать, заманиловка, а вход где-то совсем в другом. То есть все это внизу в любом случае. Лавочки подсвечивают. И набережная. Огонечки, огонечки, огонечки. Вот я хочу все равно, мне это интересно. Вот это, наверное, вход. Ну, не знаю. Или это проход просто. Проход. Да? Я хочу через парк. Хорошо. Пойдем через парк. Да, Оно будет. да. Вот какой мы нашли чудный домик. Все, вечереет. Это у нас здесь 9 часов. И у них зажгли подсветку. Вот видно, что подсвечивают крепость. Ну, как обычно, центральные улицы, набережная. И тут вот чудный сад, почти ботанический.
но в нем можно, конечно, гулять. Это класс, кто здесь живет. Вернемся. Но тут же вот вы сидите, я так понимаю, что мы выйдем как раз к Нептуну. Да, сейчас То пару есть раз. еще пару змеек, еще на полчаса. Ну, в общем, тут и освещение хорошее, и светят именно, ну, как-то удачно. Елки, Не знаю, елки Это ёлки, такие это странные, да. не то тополя. Сосна. Это такая сосна. такая Да, она просто, видишь, пушистая, как волосы издали, кажется. Длиннющие. Какие иголки у нее. О, это какие-то река. Вы смотрите. Это моя рука. То есть, блин. То есть иголки длиннее моей ладони. Во как. Мне нравится, что вот освещены именно... Ну, нет, освещены, наверное, как обычно, но из-за того, что красиво это все выглядит, высажено, то ты все это еще и просматриваешь от этого света. Что? Фонтанчик, так с какой стороны? Тогда с той надо идти. А вот фонтанчик почему-то не подсветили. Вот растения видны. Те, что у земли. Пальмы видны, потому что видны. Башня Однорукого собора. А вот фонтанчики почему-то они не озаботились. Но я понимаю, что днем это красиво. Но сейчас-то нифига не видно. А жаль. Ну вот немножечко, да, такая деталь. Вот. Симпатичная девушка. Подсветил. Это ты фонарик включил или просто изобразил? Вот, видно. Так, идем дальше. Цветет. Белое, синее. Ой, как красиво. Слушайте, оно... Да, на одном дереве разного цвета цветочки. А так бывает вообще? Или это какой-то гибрид делает? Ну, непонятно. Ну, как бы у нас сирень, это сирень. Если два куста сирени посадить, ну, будет рядом вперемешку. Но вот громадный. Но если Виталий говорит, это бананы. Я ему верю почему-то. Лист побежал. Не надо мне грустно. В общем, светится все так красиво. Даже вот просто стебли. Ну это ж трава. Это такая гигантская трава. Как это Алиса себя чувствует? Нет. Или как Гулливер в стране великанов. Или Алиса. Вот это же растение, да. Деревце. И закрученный ствол. А сверху они, да. И вот, или это другое? Нет, это что-то другое. В темноте не видно. Все видим. Это что-то типа нашего черемухи, но не черемуха. Классно. Ну, я жду, когда фонтан наконец. А там еще по центру крутится диск. То есть он еще и вращается, этот фонтан. Ну давай, давай, давай. Ладно. Сейчас на минуточку отвлечемся. С этой стороны тут Нептуны. Мы их обязательно днем снимем. Это более эффектно, я думаю, смотрится. Нептун и русалка. Тут еще что-то с
башенкой. А фонтан так еще и не завелся. Ну, вот, наконец-то. Что бы я зря ждала. Все понятно. Посмотрели хорошенького понемножку. Идем искать остановку. Все-таки подъедем.